Орегон, живописный штат США. И в этот раз мы отправляемся на охоту на вапити, или элк, вид благородного оленя. Всем привет! Добрались мы до нашего места, где будем охотиться. Дорога заняла почти часа. Чуть больше даже, наверное. Приехали на охоту на элка. Будем охотиться с лука. Мы были на открытии сезона. У нас было там пару моментов, когда он отзывался. Было, еще не было такого активного гона, и он не очень. Но обычно под конец сезона лучше. Сейчас похолодало, температура опустилась. Вот только приехали, мы сразу собираемся и решили на вечер сходить, попробовать. Даже не ставили еще ни палатку, ничего. Придем уже, посмотрим, проверим, что как происходит, и будем уже обустраиваться. Пока сюда ехали по дороге, видели стадо элков, моралов. Они стояли там, примерно, может, полкилометра. Был уже самец, то есть уже бык водит стадо. Это очень хорошо. И как раз мы стали посмотреть в бинокль, и проезжала машина, американец, видимо, местный какой-то. Остановился, говорит, что там, хороший есть? Мы говорим, да, видим быка. Он говорит, я 3 часа назад проезжал и слышал, как именно бык кричал. Поэтому для нас это классный сигнал. Собираемся и погнали. С Виталиком разделимся, он пойдет сейчас туда, в сторону антенны. Вниз, я вниз прям наклонил сюда пойду. А я пойду в другой. И все. Будем все снимать. Надеюсь, что-то получится. Все, с Богом. Буду двигаться по дороге. Потом буду обходить немного и спущусь вниз. Буду все снимать. Меньше разговаривать. Больше показывать. Пока не слышно было. Мы подъехали, никаких звуков. Никого. Вечерняя разведка особо не дала хороших результатов. Лишь удалось обнаружить некоторые следы элков. Да и приехали мы уже под вечер. Оставалось буквально несколько часов, чтобы солнце село и стало темно. Нужно было возвращаться в лагерь. Наступила ночь. Мы уже растопили костер, поставили навес, потому что передавали дождь. Завтра, скорее всего, будет дождь. Палатка уже стоит. У нас тут красотища. Красота. Ой. Еще не постелено. Так. Матрас. Такой немаленький. Постелим спальные мешки и будем отдыхать. Завтра рано вставать. Так у нас помидорки, лапша, ложка-вилка, или как ты говоришь? Ловилка. Ловилка. Да. Ловилки. Если сейчас будем кушать и пойдем спать. Все, запарилась лапша. Здесь у нас получается с медведем. Движатина. Гуляшек. Айдаховский медведь. Виталик приготовил. Свежий. Буквально может... в этом месяц. Ездил недавно, взял медведя. И мы его уже поедаем. Я не помню, когда. 12 числа вроде бы ездил. Да недавно, как будто пару недель назад, наверное. Там меньше даже. Да? Грубо говоря, так, пару. Я же тоже в понедельник ехать ездил. Угу. Поэтому... Вот так. Тоже у нас в форме сейчас. Доброе утро. Мы проснулись. Спалось нормально в спальнике. Хотя примерно, наверное, было плюс 5. Но в спальнике тепло. А просто когда вылазишь, одеваешься, тогда уже становится холодновастенько. Лил дождь под утро. Мы хотели в 5 встать. Проснулись. Встали. Да. Как проснулись, да. И лил дождь. Все мокрое. Так что интересно, всю ночь не шел, а вот когда перед тем, как вставать, и пошел дождь. Весело. В итоге мы еще полежали, пока не прошел. Сейчас дождь прошел. Вылезли,
оделись, замерзли, сели в машину и сидим, думаем. И смотрим, потому что тучи вот так проглядываются, черное все. Можем попасть под дождь, если сейчас пойдем в лес. Мы будем одевать непромокаемую одежду. Ну, пробовать охотиться, а что делать? Не знаю. Ну, такая это моя мысль. Может, вообще пока не спускаться вниз. Просто где-то поверху так пройти. Походите. Да. Если уже что-то будем слышать или видеть, то да, другое. А так сейчас, если мы сейчас спустимся, мы там очень понамокаем. Потому что, мне кажется, здесь как ветер здесь сейчас подует, ветер поднялся. Немножко сбивает Продул. сейчас вот сюда. Мгм. А внутри, там внизу мы понамокаем очень сильно. Ну, сейчас будем думать, что-то подумаем. Чай попьем. Все, вышли, оделись, переоделись, отсиделись. Перед тем, как собрались выходить, пошел опять дождь. Все просто промокло, мокрое. Ну, Проснулись в 5, а выходим в 8. да, встали рано, а 8 вышло. 5 проснулись, 8 вышло. Ну, ничего страшного. Все хорошо, настроение хорошее. Я думаю, все будет прекрасно, и в этот раз мы что-нибудь возьмем. Ну, может быть, не с утра, ну, вообще, я имею в виду в этот выезд. Ну, нам хотя бы надо по-любому разведку хорошо сегодня сделать, понимаешь? Чтобы понять, где что оно есть. Просто в прошлый раз оно было лучше там. Если оно так и осталось там, то у нас шанс будет взять его. То есть, где я вчера спускался? Да, просто Со стороны вчера только чуть мало дальше. времени было, да. Ага, так чуть. Ну, вчера я прошелся, видел там и следы жизнедеятельности его. И, ну, короче, видно, что он там присутствует. И коровы там бегают. Коровы здесь везде. Ну, сегодня полностью дождевого дождика, вся земля припекла. Да, только свежие следы. Вот, смотри, мы идем почти сразу. Всё остается. Если он прошел, то буквально вот. Часа 3 назад, 4 не ночь. Коровы жуют себе. Считается дикий выгон. Да, это вот так они по-дикому ходят по лесам и рождаются здесь. И, короче, живут как хотят. А потом их, я так понимаю, их собирают, да, в один... Да. Собаки специально обучены, приезжают, и они покормело выгоняют сюда наверх. Смотри, как он... Даже человека боятся. Да, боятся человека, и плохо иногда бывает такое, что вот так идешь, хочешь подойти в определенное место, где, допустим, олень там или еще чего-то, они как-то ломанутся. Вышли к тому месту, где я видел вчера следы, и попробовали подозвать. Манок, который мы используем, это крик самочки, морала. То есть в брачный период она издает некий звук, который приманивает самца. Местность, где мы охотимся, является абсолютно дикой и принадлежит штату Орегон. По правилам разрешается стрелять только самца. Хотя и бывают и исключения. Места, где можно стрелять также и корову. Прошлись, поднялись немного. Здесь кости. Еще вот видно, что мясо осталось немного. По всей видимости, это корова. Вообще. Каким образом разделились с Виталиком. Сейчас пойду засяду в каньоне внизу. С другой стороны зайдет. Будет потихоньку. А я там буду ловить. На открытие, когда мы ездили. Вот я иду в то место, там спускались. Прям подняли. Метров где-то 70-60. Пока хорошо. Все, будем сейчас пробовать чего-то. Солнце вышло. Дождь перестал, ветер ледяной. Если честно.
Что сказать? Утро у нас закончилось никак. О, мы отходили, промокли. Ой, промокли. Ну, в смысле, ноги промокли, так полностью нет, потому что как бы непромокаемая одежда была. Но все равно тяжело было. Холодно. Элки что-то вообще никак не видели, но уже перед тем, как идти назад, ближе к обеду, я так на возвышенности стоял, начал подзывать в каньоне. Так, как будто не хотят. Такой короткий звук быка был. Так он и не хотел, как ты его просто Вынудил. Ну и все. Вот, что это Да. такое? На этом все закончилось. Медведь. Да? Ну да. А, медведь. Вырывал. Это осиное гнездо было. А, действительно, да. Видишь? Съел. Ос. Ну вот Виталик сейчас взял райфл. Взял райфл, сказал, баловство это ваш лук. Короче, Ну он взял, если что, будет медведь, будем медведя стрелять. Сейчас больше так пройдемся, посмотрим, что и потом, если ничего не получится, не знаю, что-то будем, может, менять. Посмотрим. Короче, погнали вперед. На то место, где были с утра. Была обнаружена интересная находка. Это остатки элка или морала, которым по виду примерно может быть недели две. По всей видимости, это оставили охотники, которые были до нас. Вечерняя охота закончилась для нас так же, как и утрешняя, то есть с одинаковым результатом. Нам не удалось отыскать элка или подманить его. Поэтому, чтобы не терять времени, было принято решение поменять место. Это был все тот же юнит, но несколько миль в другой стороне. Поэтому мы собрали все и переехали. Доброе утро. Проснулись. Собираемся попить чай. И будем сейчас идти охотиться. Поменяли место. Вчера показал день, себя там вообще никак. Так было очень плохое. Нам удалось вечером всего лишь увидеть одного элка. И то на 1,5 километра. Ну, охота с лука это вообще никак. И то он даже не реагировал ни на ману, ни на что. Поменяли место. Спим. И перед тем, как просыпаться, слышим вокруг нас, ну, возле нас где-то недалеко кричит самочка. Потом следом бык. То есть это уже вселяет надежду, то, что гон идет. Элк здесь есть. Ну, все, пьем чай и идем искать его. Как настроение? настроение. Настроение есть по сравнению с вчерашним. Даже прошедшим. Тут уже одно раз. Не так надо лазить по каньонам. Да, кстати, местность классная, ровная. Вообще прикольно. Виталик спит, а я с утра слышу, самочка орет. Я его: Виталик, ты слышишь, Виталик? А я слышал, даже ему не сказал дома. Он же если сейчас услышит, то он спать не даст. Потом, ты слышишь, самочка кричит? Я говорю, да слышал. Говорит, потом, слышишь, говорю, я говорю, спи. Как Там, он... сколько времени осталось? 4 минуты я спал. И 4 минуты не долго спал. Да. Ну, короче, классно. Настроение реально боевое. Тихо вообще. Ветра нет. Вот такая местность практически вся будет. Вот просто равнины и лесок. Вообще супер. Я только мечтать мог. Все увидят, когда уже рассвет. Все, выдвигаемся. С Богом, да, пойду машину закрою. Местность такая каменистая немножко, конечно. Но зато равнины просто класс. Кир, да?
Пройдя километров 5 пути, мы вышли к месту, где отзывался бык. Но проблема состояла в том, что территория, где он находился, была частная. Вот видно, впереди находится проволока, которая отделяет частную территорию от публичной, от public land. Сидим, подманиваем, отвечает, но не идет. А получается вот эта граница, вот сетка. Есть вот надпись. Нельзя заходить, это частная. Получается земля. Частная земля, нельзя заходить. И вот мы пробуем сюда выманить, а он не хочет идти. Отзывается, кричит. Ну ничего. Не знаю, получится ли что-то. Через некоторое время нам все-таки удалось выманить молодого самца, который подошел на весьма близкое расстояние, примерно метров 50. В принципе, расстояние для выстрела блочного лука – это нормально. Но мы не могли стрелять, потому что территория является частной. Также вышла молодая самка, которая настороженно всматривалась. Это свидетельство о том, что там немаленькое стадо элков, которое водит хороший бык. Сидели все мы на том месте. Пробовали подманивать еще. Так они ушли и все больше не приходили. Не захотел выходить бычок полностью. Еще как назло вышла самочка. Чуть мешала тоже. Ну, решили на вечер здесь остаться. Даже не ходить назад, не кушать. Так перекус такой взяли, там яблоки с собой. Да и все. Сейчас вот разделились с Виталиком. Немного прошлись, прогулялись. Он сзади остался. Я сейчас иду на то место, где мы подманивали.
Буду садиться на вечер ждать. А там уже будем смотреть, что получится. Вот все. Все равно сейчас час дня. Элки лежат, скорее всего. Чуть активнее они будут, наверное, еще через часа два где-то. Начнут уже активничать, ходить. Ну, все. Элки все-таки вышли из лесу, но все так же находились на приватной территории, то есть на частной. Бык активно отзывался, но на манок идти не собирался. Стадо находилось на расстоянии 200 метров от меня. Бык, который водит уже стадо, выманить его оттуда весьма тяжелая задача даже для опытных охотников. Поэтому зачастую вся надежда падает на молодых самцов, которые бегают возле стада. Это не старый самец. Как правило, такое стадо водят гораздо крупнее быки. Доброе утро всем. Наступил уже 4-й день охоты. И это последний. Спасибо на утро. Посижу. Виталик остался в машине. Его шея разболелась, повечерили или протянула, или что-то такое. Пью чай. Пойду пройдусь, поманю. Посмотрим. И на этом будем закругляться. Ну все. Сейчас допиваю чай, положу. Пройдя минут 15 пути от лагеря, я обнаружил одиночку самца, который кормился на небольшой поляне. Мне удалось сделать подход и подманить его. В итоге я совершил промах. Виной всему стало то, что стрела зацепила дерево и сменила траекторию из-за того, что я недостаточно вышел из-за дерева. Лук был под углом, когда прицел находился снаружи, а стрела нет. Вот так можно, ребята, в упор промазать. У меня, походу, с этим... Да, я чемпион мира по промазыванию в упор. То в пуму, то в элка. Вообще просто. Ну так неудобно было. Ну как? Он просто еще чуть-чуть не вышел, а я терпения не хватило. Подождать, чтобы сильнее вышел. Или надо было мне нормально взять, выйти и стрельнуть. А я, короче, что-то растерялся, сильно растерялся, господи. Обидно. Обидно. Вот так вот бывает. Все, буду идти назад. Кричали, но так и не вышли, не хотят подходить. Просто кричат, подходят вроде поближе так. Ну ладно, может метров 50 остается и замолкает. Может что-то унюхивает, может что-то не нравится, не знаю. Короче, вот так. Сейчас вот хочу отстреляться вот сзади меня пень. Вот там. 100 метров. Вообще 100 ярдов. Ну, это почти как 100 метров. Ну, сейчас лука возьму и попробую стрелять по нему. Значит, вот он у нас пень. Метров. Вот, пожалуйста. 100 метров.
пенек. Попадание. Я целился сюда где-то. Центр. Попал левее чуть-чуть. На 100 метров. Вот так пошло.